Вчера компания OpenAI сделала обновление для ChatGPT, которое полностью изменит правила игры. Теперь у него будет доступ в интернет прямо внутри чата. Нейросеть позволит загружать вам изображения, видео, файлы, подключать его на свой веб-сайт и делать практически все, что вы можете себе представить. Это как раз то, что изменит правила игры, и я собираюсь показать вам все функции нового обновления прямо сейчас. Компания OpenAI объявила, что теперь ChatGPT будет поддерживать плагины. Плагины существенно расширяют функциональность ChatGPT, а также позволяют добавлять дополнительные инструменты к тому, на что ChatGPT уже способен. Текущий список плагинов предоставлен в основном внешними разработчиками, и актуальный список плагинов вы можете видеть на экране. Но помимо этого у них есть и два собственных плагина, это веб-браузер и интерпретатор кода. Также они открыли исходный код базы знаний, чтобы другие пользователи смогли создавать свои собственные плагины для интеграции в ChatGPT. Сразу же, как я услышал эту новость, я побежал проверять, есть ли возможность самому проверить все эти плагины, и, к сожалению, увидел, что для меня они недоступны. Далее я прочитал на их сайте, что на данный момент доступ есть только у пользователей и разработчиков из их white-листа. Также там было что-то про подписку ChatGPT+, но купив ее, я также обнаружил, что доступа у меня пока нет. А про масштабный доступ для всех говорится только, что он откроется с течением времени, видимо, когда все отладит до конца. Но даже несмотря на то, что я не смогу лично покликать весь новый интерфейс плагинов, компания OpenAI позаботилась и предоставила нам приличное количество видео с демонстрацией полного функционала. И первый плагин — это веб-браузер. Он позволяет нам задавать вопрос прямо в ChatGPT, и теперь он может просматривать интернет и считывать оттуда именно актуальную информацию, после чего он успешно дает ответ на заданный вопрос. Вот еще одна демонстрация, где они устанавливают несколько расширений в ChatGPT, просят посоветовать веганский ресторан в Сан-Франциско для посещения в субботу и рецепт для приготовления блюда в воскресенье. При этом просят рассчитать калории для рецепта, используя Wolfram Alpha. И далее сразу просят заказать ингредиенты с помощью Instacart. И вот мы видим, как ChatGPT реагирует на подобный запрос. С помощью плагина OpenTable он находит ресторан, дает нам ссылку для бронирования стола на свое имя. Далее выдает рецепт блюда и считает его колораж, разбивая его на ингредиенты, наглядно показывая, сколько содержится калорий и в каком продукте. После чего говорит, что теперь давайте закажем ингредиенты из Instacart, дает нам ссылку, переходя по которой мы сразу же получаем заполненную корзину продуктов с ингредиентами для нашего блюда. И сделал это все он исключительно из одного запроса, просто обращаясь к разным плагинам, которые ранее были добавлены в ChatGPT. Следующая демонстрация — это возможность открытия и распознавания CSV файлов, они же являются таблицами. Фактически мы можем загружать подобного рода файлы и работать с ними. Мы можем попросить его выписать все столбцы, которые есть в этой таблице. Также мы можем спросить, сколько строк имеет этот файл, на что ChatGPT также успешно ответит нам значение в 10 тысяч строк. Но и это еще не все. Также мы можем запросить его визуализировать значения, предоставив их в виде диаграмм. То есть мы можем создавать абсолютно любые графики с помощью ChatGPT. Но также мы можем загружать и изображения. На демонстрации после загрузки файла ChatGPT дает нам описание этого изображения. Мы можем попросить ChatGPT уменьшить это изображение в 4 раза, с чем он успешно справляется. Можем попросить сделать изображение черно-белым и потом снова добавить цвет. Также он может использовать компьютерное зрение внутри ChatGPT, чтобы отделить передний план, тем самым фактически убирая фон изображения, после чего мы можем попросить его сгенерировать ссылку на скачивание этого изображения. И вот еще одно видео примера работы новых плагинов. Можно загрузить видео в ChatGPT и попросить извлечь первые 5 секунд этого видео, после чего он запускает какой-то код, выполняет некоторые вычисления и сразу выдает нам ссылку для загрузки результата. И это только малая часть новых возможностей ChatGPT, которая будет доступна для всех пользователей уже очень-очень скоро. Наконец-то у ChatGPT появится доступ в интернет, и вы сможете подключить его к различным плагинам по типу автоответчика на электронную почту, Slack или в Discord. На этом примере мы видим, как всего одна компания одним обновлением добавляет десятки продуктов, над которыми другие компании работали в течение последнего времени. Теперь все отдельные нейросети начнут уходить в прошлое и будут появляться целые экосистемы. Я считаю, что это один из прорывных шагов в использовании нейросетей, который добавит еще больше удобства в нашу жизнь. Также, как только все эти плагины будут доступны, я думаю, что получится сгенерировать для вас еще больше полезного контента, поэтому подписывайтесь на канал и включайте уведомления, чтобы ничего не пропустить. Попрошу вас поблагодарить меня за информацию и оперативность лайком и комментарием внизу. Также у меня есть свой телеграм-канал, там и куча полезной инфы по нейросетям по типу списка из 45 нейросетей, как использовать Midjourney бесплатно, а также мы там еще про заработок в интернете и на криптовалюте рассказываем. В общем, канал полезный, подписывайтесь. А я на этом с вами прощаюсь, желаю всем профита и до встречи в следующем видео.